Недавно я, будучи жестким хейтером гачи вообще, то есть я всю жизнь просто там всех хейтил жестко, попробовал Genshin и Zenless Zone Zero. И что удивительно, мне понравилось, это реально круто, прикольно, хайпово и с кайфом. Именно поэтому сегодня я впервые попробую уже третью игру Honkai Star Rail, а также поясню, стоит ли в нее сейчас играть. Напоминаю, ссылки на мой Discord сервер, Boosty, а также Telegram, где со мной можно пообщаться, в описании. А я начинаю. При заходе в игру нас встречает красивое лобби с поездом, из которого мы попадаем на космический корабль, где Кафка разговаривает с Ии, что помогает ей. А затем, после небольшой катсцены, начинается первый бой, где нас немного обучают пошаговой боевке на двух бомжах. И наконец-таки можно побегать самому и заметить, что анимации тут далеко не на уровне Зенлесса, что вообще-то печально, потому что я пришел в ХСР сразу после него. И так как это до сих пор обучение, я просто тыкал на то, что просили, а заодно офигел от анимации ульты Кафки. Ладно, может анимации и частично на уровне Zenless, но бег здесь это, конечно, топ, даже по сравнению с Геншином. Зато наши герои уже дошли до нужного места и наконец-таки дали понять, что они ищут Stellarron. Опухоль всех миров. Прикольно, что они пишут мини-объяснения прямо в диалогах. Затем они его находят, но для Stellarron нужен сосуд, выбрать который можем мы. И после выбора перса и вписания ника нам показывают интересную катсцену, где мы узнаем, что сосуд-то у нас непростой и даже был знаком с Кафкой. Правда, фиг знает, кто это вообще такая. А после небольшой отключки нас находит команда Звездного Экспресса, здешние герои. Это, кстати, их поезд там в лобби. И мы вместе отправляемся в главный зал этой станции, по пути открывая функции вроде персонажей, профиля здешних талантов и так далее. С нормальным, не периодически белым интерфейсом, как в Геншине, между прочим. После чего нас приглашают в команду этого Звездного Экспресса, так как мы сильны, и у нас Stellarron там внутри. На чем и заканчивается пролог, и открываются крутки, или же прыжки. Правда, валюты тут снова дефолт, вот этот шаблон хойверсов, что вообще по уму минусом назвать нельзя, так как это работает, а зачем тогда это менять? Но чего-то нового хочется, а с другой стороны его тут много. В общем, давайте я просто перейду к тому, что фармятся они намного легче, чем в Геншине, но все же не так просто. А я тем временем получил бесплатную легу на выбор, и не знаю, правильно ли я сделал, но я взял броню, потому что перс просто красивый, как бы стильный и вообще крутой. А помимо нее я получил еще и сорвал, а также кучу всего еще. А пока получал награды, заметил, что валюты здесь выглядят хуже своих аналогов. Зато персонажи прокачка сделаны намного лучше. Тут прям респектик, круто, кайфик. Потому что тут у каждого свой путь. Изобилие, эрудиция, сустейн, что бы это ни означало. Правда, пока ты новичок и ты не знаешь терминов, тебе на твой вопрос про персов или отряды могут сказать: ну изобилие, эрудиция, сустейн. И сиди, думай, что тебе этот чел там хотел сказать. Я в афиге. Таланты же здесь изменили, и после какого-то левела перса откроются имбовые его усиления, что, как я считаю, круче, чем обычная прокачка талантов, которые банально дают статы, хотя тут то же самое, но иногда какие-то прикольные фишки есть. А артефакты появятся у меня позже, но если заскакивать вперед, скажу сразу, реализованы они прикольно, потому что как минимум часть сета фармится в виртуальной вселенной, еще они в целом проще фармятся, не надо открывать никакой данж, ничего искать, просто врубаешь автобой, ставишь 60 маны и уходишь на 10 минут от компа. А, и да, почему я уточнил, что виртуальная вселенная? Это отдельная активность, это не данж. Что, как по мне, делает это более прикольным занятием, но задевает еще одну тему, поэтому давайте я поясню за это чуть-чуть позже. А пока немного задену тему визуала персов, которые тут идут в такую изысканность, а не фан-сервис, что меня очень удивило. А анимация ульту персов, сделана прекрасно. Понятно, зачем они на беге сэкономили. Еще конкретно в ХСР по ощущениям халявы больше, чем в любой гаче от Хойверс. Потому что, ну вы гляньте, что они анонсировали. 30 бесплатных круток, еще одна лего на выбор, так еще и куча ивентов. Это офигеть. Конечно, это я говорю сейчас из настоящего времени, но до этого еще дойдем. Как дошли до первой планеты, Ярила 6, которая является миром с бесконечным морозом из-за Stellarron на планете. Поэтому два, я так понимаю, самых крутых человека с Экспресса отправляют нас вместе с Мартсем и здешним Джунли на планету, где нам нужно как-то ослабить или уничтожить Stellarron. Если коротко, то штука, из-за которой всегда куча неприятностей. На планете я апнул 10 ранг и нашел первый чешелист. Это что-то вроде цветков из Геншина или данжей из СЗ, в которых фармятся самые базовые ресы для прокачки персов, талантов и вот этого всего. И, кстати, я только сейчас понял, зачем вообще эти цветки в Геншине. Я их просто пару раз вообще за все время использовал, а они, оказывается, очень полезны. Ну и на этом цветке я впервые нормально затестил отряд и плюс-минус начал понимать, как здесь все работает. Правда, механику уязвимости я пойму вообще спустя месяц. Хотя в любом случае ГГ всех разносил и бил аж по 200 урона, а иногда еще больше, но это с ульты.
них, но там просто все отлетали сразу же. А броня, которую я взял, оказалась еще и неплохим бафером. Плюс она умеет передавать ход, что вообще-то имбово. О чем я узнал на Гепарде, это командир всех здешних солдат. Он нас после того, как мы ему объяснили, что пришли спасать мир, проведет в Белобок. Или Белобок. Последний оплот жизни на этой планете, в общем. Где начинается очень прикольный сюжетик, но пояснять я, наверное, за него не буду, узнаете сами. Сам город же очень красивый, а подземный еще красивее. Ну а пока мы туда шли, разумеется, попадались разные головоломки, пасхалки, вроде бойцовского клуба. Да, это было прямой отсылкой. А также открылась ежедневка и поручения, которые снова, как и в ЗЗЗ, сделаны лучше, чем в Геншине. Ну, пожалуйста, перенесите это туда. И тут за любые твои действия дают больше наград, чем в любой другой гаче. Такое чувство, что если хочешь пробовать гачи, то начинать надо с ХСР обязательно. Потому что если вспоминать, как я заходил в Геншин и в Манштате с этих нищенских сундуков обдристанных фармил по 5 гемов, и за полчаса там или за час мог нафармить около 30, это просто ужас. То в ХСР я зашел, сразу влился, сразу все понял, сразу фарм пошел очень быстро и вообще с кайфом. А одновременно с этим открываются события, квесты, виртуальная вселенная, здешняя бездна и еще куча всего, и у тебя еще и ранг капается. Но что-то меня немножко понесло, поэтому пока хочу вернуться к более насущным вещам, а именно геймплею, побочным квестам и сюжету. Геймплей здесь нацелен на разнообразие и простоту, конкретно в событиях, активностях и так далее. А файты тут, смотря уже на вашу прокачку, будут сложными. То есть не всегда, если вы нормально прокачаетесь, как я, то все будет с кайфом. Я раза 3 вообще за все время застревал. Потому что, ну, напоминаю, ребята, денежки решают, прокачка-то решает, вы не забывайте. А еще, наверное, моя любимая фраза из всего сценария для этого ролика. Играть можно чисто левой рукой. Или если вам не в кайф драться вообще, можно врубить автобой, который тут умнее игрока и реально делает все за вас, так еще и лучше. И там 15 минут он у меня один раз с каким-то боссом дрался, я пришел, офигел. А что за вас никто не сделает, так это побочные квесты. Здесь хоть они более живые и в них не так много текста, как в Гашне, выпустите из подвала ChatGPT. Они высосаны из пальца. К примеру, вас случайно добавили в чат фанатов Герты, и там начинают обсуждать, что, мол, она накупала кучу покупок на деньги бюджета станции, и мы просто так для себя решаем пойти и разобраться с ситуацией. Правда, чтобы что? И не подумайте, я не хочу придираться к каким-то условностям в сюжете, мне всегда в целом на них плевать, но, блин, они как будто просто тебе кидаются, чтобы чем-то тебя занять. Хотя они на то и побочные квесты. В общем, давайте уже как-то это в комментах или у меня в ТГ решим, я уже в тупике реально. А еще из активностей есть виртуальная вселенная и зал забвения. Виртуальная вселенная — это рогали, где, проходя уровни, тебе встречаются ионы. Это здешние боги. Разные мобы, события, за которые ты можешь что-то получить или потерять, сделав просто выбор в диалоге. Также симуляция еще и описана лором, и по нему мы должны вытащить максимум инфы из вот этих ионов, которые, очевидно, ей просто так делиться не будут, так еще и встречаются редко и что-то убивают иногда. В любом случае, это нужно не нам, а Герте для ее мега-исследований. Еще есть аналог бездны из Геншина — зал забвения. И он тоже сюжетно обыгран. Мол, вот есть ион памяти, и какой-то его помощник решил, что наша память будет для него ценна. Поэтому можно оставить отпечатки своей памяти. И, кстати, рассказать мы об этом никому не можем, потому что это просто пропадет из их памяти. Уверен, у этого, как и в Геншине, есть сложная версия для эндгейма или просто сильных игроков. В общем, просто бездна из Геншина. Но самое прикольное — это события, потому что в них, во-первых, интересно играть, а во-вторых, за них дается огромное количество наград. К примеру, вот событие, которое можно назвать отдельной игрой. Просто за то, что я там залип на несколько часов, улучшал персов, они фармили больше денег и так далее, я немало получил, но точно сказать не смогу. Это лишь одно из нескольких, в которых я жестко залипал. Уверен, игроки Геншина бы за такую душу продали, причем я это по себе знаю. Так что как технически, так и в плане геймплея события здесь лучше. Хотя, ребята, в Геншин я играю недолго, около полугода, поэтому это высказывание не совсем объективное. Ебать, умно сказал. А теперь личные наблюдения. Во-первых, нет коопа, что вообще грустненько, но он тут и не нужен, так как, ребят, ну, пошаговая боевка, напоминаю. Во-вторых, автобой слишком имба, что убивает смысл играть самому. Повезло, что я использовал его не с самого начала, чему я очень рад. Еще в сюжетных диалогах часто есть дерзкие выборы. И если вы хоть немного играли в Геншин, то поймете мое удивление. Потому что тут можно говорить гадости, это прекрасно, это просто великолепно. Также разрабы тут не стесняются добавлять реально забавные моменты в диалогах и разные пасхалочки. Например, помимо бойцовского клуба, в самом начале игры можно у Герты в диалоге выбрать вариант ответа 42. А это ответ на вопрос о жизни, вселенной и всем таком из сериала «Автостопом по галактике».
тактики. Хотя нет. В общем, диалоги хотя бы прикольные, в отличие от Геншина, где ты просто постоянно сидишь, спамишь эвкой, чтобы это 10-минутное говно закончилось. А про сюжет могу сказать так. Из всех гач до этого я получил меньше впечатлений, чем от первой планеты вот здесь, в Хесере. Полагаю, это сильная сторона игры. И мне советовали пройти вторую и третью планету, прям очень сильно советовали. Но нет, я думаю, это перебор. Ну и вы по-любому хотите меня спросить, откуда у меня Мидей и другие персы. В первые дни игры я сливал все крутки в баннер Мидея. И в какой-то момент... Лего во второй день игры. С 20-й крутки еще я выиграл 50 на 50. Охуеть. Именно после этих слов путь обычного игрока закончился. Поэтому после я выбил Байлу, это хиллер Лего, а после еще и конус Мидея, то есть его Сигну, причем с крутки 15. И это очень круто. Еще ни в одной игре я не крутил Сигну, а тут я ее сразу выбил. Приятно. И да, меня купили. А если без рофлов, то здесь даже пас бесплатный. Его можно купить за гемы, не донатные. А это вообще необычно для хуеверсов. И в общем, тут все аспекты очень хорошо проделаны, кроме боевки, потому что она все-таки пошаговая. Хотя это можно не учитывать. Правда, тогда возникает вопрос. Если все аспекты лучше, зачем играть в другие проекты? А ответ есть. Потому что один минус все портит. Это Power Creep. Я до Геншина с таким понятием не сталкивался вообще, и из-за этого тогда сказал, что в Геншине нет баланса. Так вот, беру свои слова обратно, потому что, ну, здесь ситуация ужасная. Когда выходит новый перс, он во всем лучше прошлых, а старые персы стали абсолютно бесполезными настолько, что их собираются усилять. Но лично для меня, даже при таком минусе и пошаговой боевке, что для меня вообще не характерно, я никогда раньше в такой не играл, игра топовая и мне зашла. Вывод: попробовать ее точно стоит.